Второй сезон премьера наконец-таки завершился, но всех, конечно же, интересует, когда начнется третий и с какой целью разработчики выпустили обновление на 1 мегабайт. Вдобавок примем таблетку памяти и постараемся во всем разобраться. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Хочу вас познакомить с совершенно новым проектом CS1, в котором можно испытать удачу и выбить дорогой дроп. Тем более, что в народе водится поверье, что шансы на новых сайтах гораздо выше. А самое главное, что вы играете против таких же обычных игроков, что и вы. Вам лишь остается выбрать, в какой игре. Будь то классик, где вы скидываете в общий стак скины, и чем больше положите, тем выше шанс на победу. Или же старый добрый coin-flip, эдакая дуэль с подбрасыванием монетки. На сайте также есть и партнерская программа, в которой, позвав друзей, можете получить дополнительный баланс. А если еще и используешь мой промокод, то получишь $2 при регистрации и 10% по пополнению. Так что бегом по реферальной ссылке в описании. Да уж, на самом деле не таким вот образом я ожидал завершения второго сезона. Те, кто не застал данный момент, в игре попросту перестала работать вкладка премьера и появилась надпись о том, что сезон завершился, ожидайте следующий. И все это произошло без какого-либо обновления, а значит разработчики в любой момент могут отключать данный режим, не прибегая к загрузке файлов. Но давайте по порядку. Меня вообще удивляет то, насколько у людей короткая память. Много кто в комментариях, да и некоторых пабликах ожидали, что сезон сразу завершится и начнется тут же следующий. Однако, когда завершался первый сезон, разработчики ровно так же отключали режим на 24 часа и потом уже запускали следующий сезон. А делалось это для того, чтобы законсервировать статистику прошлого сезона, обнулить текущую и раздать медали, которые эту же консервированную статистику будут вам показывать. Однако, зная то, насколько ленивые разработчики, они спокойно могут тянуть данное время для своих каких-либо целей. О чем я поначалу и начал задумываться, ведь в прошлый раз они заранее закидывали в игру медали премьера, да и карта на замену у них уже была в игре, чего, разумеется, сейчас нет. Но разработчики сразу развеяли мои сомнения новым постом в социальной сети X, где говорится следующее. Второй сезон премьера завершен, его показ в игре временно отключен, побудьте немного на свободе и до скорой встречи в третьем сезоне. Причем возле слова soon стоит значок TM, который по идее означает торговую марку. Однако данную формулировку TM можно перевести как сокращение слова tomorrow, то есть завтра. А значит, все остается по-прежнему. Хотя об этом можно было догадаться, когда они озвучили дату завершения сезона, так как она идеально подходит под обнуление еженедельного дропа. То есть во вторник завершение, а в среду перед обнулением старт нового сезона. Но во всей этой истории меня смущает отсутствие заранее загруженных медалей третьего сезона, ведь они нужны как минимум для индикатора, который показывает, какую вы заработаете. Тем более, что я вам уже рассказывал, что все медали давно уже созданы разработчиками. Ну и, конечно же, отсутствие новой карты для смены ротации в новом сезоне, что наводит на печальные мысли о том, что замена будет из старых карт, чего, конечно же, не хотелось. Однако, сегодня после закрытия сезона вышло еще и обновление, которое по сути своей является, скажем так, пустышкой. Но для чего же разработчики его заливали? Ответ оказался банально простой. Лишь для того, чтобы зафиксировать текущую версию игры как стабильную для возможности отката игры на нее. И обычно такое разработчики проворачивают перед тем, как выпустить что-то крупное, которое может случайно поломать игру. Так что да, ребят, есть все шансы, что мы можем получить и новую карту, или какую-нибудь новую фишку или систему. Ну а что выйдет по итогу, узнаем уже совсем скоро. Всем огромнейшее спасибо за просмотр, всем пока и удачи!